Всем привет, меня зовут Вася, я из Самары. Меня зовут Глория, я из Санкт-Петербурга. Меня зовут Андер. Меня зовут Гурам, я из Эстонии. Меня зовут Киркус, или же Кирилл. Родом я из Украины и сейчас проживаю и учусь в Англии. Меня зовут Аня, из Оренбурга. Меня зовут Максим, я из города Дзержинск. Я режиссер и аниматор. И я являюсь саунд-дизайнером. И я тот самый человек за кадром, который создает всю графическую работу для MSGO Creation. Я концепт-художник. Я в МСГО занимаю должность аниматора, /звукорежиссера, /цветокор. Еще много-много разных вещей, которые вы не узнаете. И я являюсь руководителем студии MSGO Creation. Добро пожаловать в специальное документальное видео, которое посвящено людям, которые стояли за производством 4 главы. Я не вижу выбора. Если бы мне нужно было выбрать одно слово, чтобы писать 4 главу, я бы выбрала слово эмоции, но больше про эмоции главных героев. 4 глава много чем, она об утрате. В первую очередь об утрате. 4 глава — это стекло. Вылбер, ты знаешь, что я тебя люблю, да? Что ты несешь? 4 глава, она рассказывает о совсем тяжелой истории, о том, с чем столкнулись герои. Про то, как они изменились годами, про то, как они морально выросли. 4 глава — это их первое большое испытание. Четвертая глава — это середина истории, поэтому здесь имеется свое заключение, завершение. 4 глава намного массовее и больше, чем все предыдущие, поэтому на ее разработку шло намного больше времени. Тем не менее, вас ожидает очень много эмоциональных качелей, очень много эпических сражений. Она очень большая и она очень красивая. И те труды, которые были вложены в 4 главу, их не описать словами. В первую очередь, 4 глава — это самая качественная глава, которая вообще когда-либо выходила в MSGO. И это все требует больше сил, чем все предыдущие главы, мне кажется, вместе взятые. Это как взять прошлые главы и умножить в них все. Мы постарались сделать все, чтобы по-настоящему вызвать у вас эмоции. Я анимировал где-то треть проекта, я думаю. В мои режиссерские обязанности входит подготовка к началу работы, создание 3D-моделек, создание скинов, подготовка локаций и все остальное по мелочи. В первую очередь я занималась созданием превьюшек, баннеров и постеров, также созданием мерча. Моей задачей над головой было воссоздать дизайн звука тех или иных локаций. Не только глазами ощущали, но и ушами при этом. Моей главной задачей координирование всех участников между собой. Я контролировал все этапы разработки 4 главы. У меня была задача нарисовать, например, стикеры. Для 4 главы мы подготовили вам более интересные и красивые стикеры. Моя задача в MSGO — это аниматор массовки. И не то чтобы прям анимирую массовку полноценно, я скорее добавляю различных болванок, которые бегают по карте и создают динамику и живость в сцене. Я анимирую главных героев, драки, мимику персонажей, а также контролирую процесс аниматорского цеха. Да-да-да, умираешь, да-да-да, все такое. Мы как бы делим кадры, чтобы получилось все продуктивно, чтобы у Глории было что поснимать, у меня было что поснимать. Еще очень давно договорились, что вот какие-то сцены нам больше нравятся, мы их на себя берем. Помимо стикеров, я также помогала заниматься оформлением и всем вообще, что связано с 2D производством. Самой главной моей задачей это было сделать все, чтобы участникам максимально комфортно работалось. Когда ты осознаешь, что у тебя в руках возможность это экранизировать, ты начинаешь подбирать музыку. У меня лично так происходит, я подбираю музыку. Прям к этой музыке прикреплял маркеры в программе, то есть какие реплики в какой момент должны звучать. Папа. И вот он снова выходит на сцену. Во время работы было важно сфокусировать внимание участников команды на производстве 4 главы и на том, насколько эта глава серьезная и насколько большая ответственная работа предстоит над этой главой. Например, без моей работы сцены, которые вы смотрите, выглядели бы очень сырыми и пустыми, если бы вы смотрели только на главных персонажей. Это может показаться на первый взгляд легко, но когда вы делаете сцену на 400 персонажей, то это достаточно много времени. Это не станет концом нашего народа. И если там рынок, я должен воссоздать атмосферу рынка. Все болтают, колокола, лошади,
там хрюкает кто-то и так далее. У меня есть проект, он 21 года, как в принципе, и все производство 4 главы, оно началось где-то в 21-м. Первые вариации костюмов, вот этой военной формы, они были сделаны в 21-м. Если говорить про команду, я с полной уверенностью готов сказать, что я действительно горжусь и восхищаюсь абсолютно каждым участником. Из-за того, что у нас началась разработка 4 главы, у нас много чего поменялось в команде. Мы, как MSGO Team, достаточно сильно оптимизировали нашу работу и также сплотились как команда. И примерно за 2 года до начала производства 4 главы я помню, что я сказал Глории о том, что у меня есть цель, я хочу, чтобы несколько человек у нас анимировали сцены, чтобы это была не только ты одна. И я помню, что Глория тогда посмеялась, она вообще не восприняла это всерьез. Мы разделились на некоторые цехи, каждый цех занимается своей задачей. Что в этот раз у нас был аниматорский цех, в котором были другие аниматоры, которые занимались в основном, конечно, созданием массовки, что очень сильно выручило. Мы, как аниматоры массовки, смогли оптимизировать процесс так, чтобы мы могли делать несколько сцен параллельно. Это нам помогло ускорить процесс разработки главы, чтобы мы могли выпустить ее раньше для вас. Такое сделать возможно только вот при такой команде. Вот я думаю, что 4 глава, вот это та глава, которая сплотила всех нас. Ну, не сразу же сработались, не сразу же. Было много ссор, было много примирений. Вот самое первое, что было у нас в первой главе, я говорю, колонны должны быть вот такими, они должны быть как в Риме древнем. Глория говорит, нет. Мы сделаем его типа таким деревянным, вот домиком, пожалуйста. Мою идею отмели, но все равно много колонн, и все равно их обожаю снимать. Каждый очень амбициозный, каждый очень талантливый в своем деле, и что самое важное, каждый чувствует ответственность за свой вклад в общее дело. И если была халтура, мы старались всегда ее пресекать, всегда говорить, почему это нужно сделать. Рост участников определенно заметен, его очень сложно не заметить. И тем не менее, всех нас объединяет фанфик, который все мы любим. Мы будем отвечать за то, чтобы проект двигался в этом нужном нам русле. Если вы потеряете свою веру, убедитесь, что она осталась у других. Этот план — наша крайняя мера, но он может стать нашим последним шансом. Горжусь, что работаю над этим проектом дико. И я очень горжусь тем, что нам удалось добиться того уровня, когда над анимацией какой-то сцены работают сразу несколько человек. Я их всех уважаю, люблю и ценю. Там учеба, столько всего нужно сделать. Типа, почему ты просто вот садишься и анимируешь? А я всегда отвечал, это просто для души. Твоя колыбельная, которую я играл тебе на гитаре, когда ты был младше. Если у вас по каким-то причинам не получается посетить премьеру живую, не печайтесь. Обязательно смотрите премьеру 4 главы на ютубе на канале MSGO Creation. Легли на диванчик спокойно, с другом, с подружкой, одни, с кошкой, с собакой, с семьей и включаете 4 главу. Здесь же все свои, причем делают для своих же. И вы вместе с сотнями других зрителей и таких же фанатов Песарин, как вы, сможете посмотреть нашу главу. Это все для людей, это все вот для вас, для зрителей. Вы сможете снова прочувствовать те эмоции, которые раньше не испытывали при просмотре других глав. Я считаю, вот это целая эпоха. Майнкрафт таких машинем, причем очень высококачественных. Огромное количество людей над ним работает. Так что приглашаю вас всех посмотреть на ютубе эту замечательную главу. Также рассказывайте своим друзьям, будьте активными в чате. Это лучший способ нас поддержать. Кто, если не вы? Давайте, идите смотрите, что вы ломаете. Давайте, идите. Спасибо, что посмотрели этот документальный фильм. Я очень надеюсь, что вы поближе познакомились с нами, с людьми, которые стоят за производством. Не забывайте подписываться на наши социальные сети и ждите, потому что вас ждет не менее крутой контент в будущем.